Я живу в Германии уже почти 18 лет. За это время я успел поработать, купить дом, столкнуться с немецкой бюрократией, привыкнуть к местным правилам и увидеть Германию совсем не такой, какой ее показывают в туристических роликах. Очень часто мне пишут: ну что, в Германии, наверное, все идеально, все немцы богатые, правда, что там нет никаких проблем. И знаете, раньше я тоже примерно так думал, но когда начинаешь здесь жить, понимаешь одну простую вещь. Настоящая Германия сильно отличается от той картинки, которую многие представляют. Сегодня я расскажу вам 10 фактов о Германии, о которых редко говорят. Некоторые вас удивят, некоторые, возможно, даже разочаруют, но все они основаны либо на истории страны, либо на официальных данных, либо на моем собственном опыте. Поехали. Факт номер 1. Немцы вовсе не такие богатые, как многие думают. Наверное, это самый распространенный миф. Стоит сказать, что живешь в Германии и сразу слышишь: ну ты теперь миллионер. Как немцы говорят, нет, на самом деле все намного сложнее. Да, Германия действительно остается одной из крупнейших экономик Европы. Здесь работают крупнейшие мировые корпорации, автомобили BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, известны всему миру. Но экономика страны – это одно, а жизнь обычного человека совсем другое. Когда я только приехал сюда, меня тоже удивило, насколько внимательно немцы относятся к деньгам. Многие действительно хорошо зарабатывают, но они очень редко живут на показ. Они могут ездить на машине 10 или даже 15 лет. Могут спокойно пользоваться старым телефоном, но не потому, что не могут купить новые, совершенно нет, а потому, что старые еще прекрасно работают. Это вообще одна из особенностей немецкого мышления. Если вещь работает, зачем ее менять? А теперь представьте обычную немецкую семью. Часть зарплаты сразу уходит на налоги, потом медицинская страховка, потом пенсионные отчисления, потом электричество, или газ, или отопление, интернет, страховка автомобиля, продукты, бензин. И только после этого остается то, что можно потратить на себя. Последние несколько лет жители Германии особенно почувствовали рост цен. Подорожали продукты, энергия, топливо. Многие семьи стали намного внимательнее относиться к своим расходам. Поэтому говорить, что все жители Германии богатые, это неправильно. Скорее можно сказать так: большинство людей здесь стараются жить разумно. Они планируют покупки, откладывают деньги и редко тратят их ради того, чтобы произвести впечатление. И знаете, чем дольше в Германии я живу, тем больше я понимаю, что настоящее богатство здесь совершенно не дорогая машина, а финансовое спокойствие. Но если первый факт многих
удивляет, то второй шокирует почти каждого иностранца. Особенно в первое воскресенье. Факт второй. Воскресенье в Германии почти священный день. Я очень хорошо помню свое первое воскресенье в Германии. Просыпаюсь, думаю, надо сходить за хлебом. Прихожу в магазин, а там закрыто. Ладно, иду в другой, тоже закрыто. Третий тоже. И вот тогда я понял, это не праздник, это обычное воскресенье. Для многих иностранцев это настоящий культурный шок. В Германии большинство магазинов по воскресеньям не работает. Причем эта традиция появилась не вчера, ее корни уходят далеко в историю. Еще много десятилетий назад воскресенье считалось днем отдыха для всей семьи, общения и посещения церкви. Позже правила работы магазинов были закреплены законом. Со временем полномочия передали федеральным землям. Поэтому небольшие различия существуют до сих пор. Но сама идея сохранилась. Хотя вокруг нее постоянно идут споры. Крупные торговые сети хотят, конечно, больше открытых воскресений. Они считают, что людям так удобнее. Ну, я так думаю тоже. Но профсоюзы напоминают, у продавцов тоже есть семьи. Им тоже нужен выходной. Поэтому воскресенье остается особенным днем. Конечно, есть исключения. Работают магазины, к примеру, на вокзалах, на некоторых автозаправках. Иногда открываются небольшие магазины в туристических местах. Но если вы решили в воскресенье купить, к примеру, строительные материалы, что со мной нередко случалось, к примеру, начинаю что-то делать, что-то не хватает, и тебе нужно шурупы, а их ты в воскресенье не купишь. Вот это проблема. Лучше перенести это на понедельник. Есть и еще одна особенность. В воскресенье в Германии стараются соблюдать тишину. Для меня это тоже была большая проблема, потому что ты работаешь, к примеру, до субботы, а когда тебе что-то делать, непонятно. Не рекомендуется сверлить, косить газон, очень громко слушать музыку. Для многих иностранцев, так же как, к примеру, для меня, это сначала кажется странным, но со временем начинаешь понимать одну вещь. Хотя бы один день в неделю вся страна действительно отдыхает. И если честно, в этом есть своя логика. Но дальше будет интереснее. В следующей части я расскажу, почему сортировка мусора в Германии, к примеру, напоминает отдельную науку. Действительно ли немецкие автобаны позволяют ездить без ограничений скорости? И почему в стране с одной из лучших систем здравоохранения иногда приходится долго ждать приема врача? Продолжение следует, а я вас попрошу подписаться на мой канал, поставить лайк и обязательно комментарий. До скорого!